Ну, привет всем! Добро пожаловать на канал Custom Truck. У нас уже погода близкая к зиме. Вы часто спрашиваете, как там Volvo поживает. И вот сегодняшняя наша серия, она будет посвящена движухе в гараже. То есть будем заниматься сегодня всеми нашими проектами, можно так сказать. Частично я уже чем-то занялся. Я отмыл АТС, загнал его на дощечки. Чуть попозже вам тоже его покажу. Но сейчас хотим поменять в Volvo термостат, хотим поменять в Volvo антифриз, потому что замерили плотность, и он всего лишь на минус 10. Ну, такое нас не устраивает, потому что в ближайшее время морозы до минус 10 и даже чуть может быть и выше. Поэтому меняем антифриз. В интернете изучили эту тему, так что я думаю, справимся без проблем. Ну, поднимаем кабину. Юра, расскажи, много подписчиков ты встречаешь по пути? Очень много подписчиков встречаю. Огромный им всем привет. Кстати, ребятам с Могилева за оказанную помощь. У меня была маленькая неприятная ситуация. Ребята помогли. Огромный им привет. Они тебе делали трубку, по-моему, да, на гидроусилитель? Да. Мир не без добрых людей. Кому-то помогаем мы, а кто-то и помогает, естественно, нам. Тем более им всем приятно нам помочь, потому что это наши зрители, которые постоянно нас смотрят. И это даже такой своеобразный, интерес, можно так сказать. Я сегодня буду много бегать с камерой, Юра будет работать. Ну, в принципе, все как обычно. Юра, тормози. Косяк сейчас разломается все здесь. Ёпта, нихай, что оно тут так ломается у нас? Наверное, битая была Volvo. Вот видишь, у нас все здесь отломалось уже. Видишь, тут даже все помазано. Типа надо вставлять туда, да? Да. А что ты решил опускать? Тут поднял, опускаешь теперь. Потому что, Сложная схема, да? ситуация. Ну, как вы помните, вот у нас загнута эта часть бампера. И вот здесь постоянная веселуха, блин. Ну, надо будет ее выровнять, но не хотим уже, чтобы лопалось здесь все. Поэтому такая ситуация. Все, Volvo проехала в районе 5000 километров. Ну, вот. Меленькие проблемы все-таки вылазят. Сейчас там Юра растопорит кабину и будем поднимать. Все, пошла, нормально все. Блин, какая она тяжелая, эта кабина. Это просто ужас. Как это все работает, я не знаю. Но вот я помню, что в Магнуме вот эта вся система была гораздо надежнее. И прям 2 цилиндра поднимали кабину. И такие рычаги мощные. У Volvo все послабее. Но, наверное, это достаточно такой мощности. Она что поднимается вот так, вы посмотри. Вот Да, здесь наперекос. Ну, это вообще... Потому что один цилиндр, да. Мне кажется, это неправильная конструкция. Но не знаю, пишите в комментариях, что думаете вы. Почему здесь один цилиндр? Почему один? Потому что Volvo такая машина, которая не предназначена для подъема кабины. Купил и лупи. Да. Антифриз старый тоже попытаемся сохранить, сольем его в тазик. Вот такой у нас есть большой тазик, его мы постоянно используем. Как хорошо, что ты сделал эту камеру. Здесь отверстие. Кабину подняли и поняли, что у нас не совсем простой вариант исполнения термостата. У нас термостат, который не вынимается без снятия компрессора. Вот, их 2 типа есть. И у нас вот это как раз таки неудобный тип, когда нужно снимать компрессор. Чтобы снять компрессор, нужно снимать трубку с компрессора, змеевик. Трубка на компрессор очень-очень страшненькая. Тоже ее нужно поменять, потому что рано или поздно она сломается. Вот, и поэтому, наверное, будем разбирать, снимать и трубку эту тоже делать. И поменяем заодно здесь патрубки на компрессор. В общем, проведем небольшой такой ремонт и обслуживание. Вот, ну здесь, чтобы снять термостат, нужно отвести змеевик, отсоединить антифриз вот с головки и масляную трубку тоже отсоединить. Вот она идет. И на 4 болтах держится сам компрессор. Ну, естественно, вот этот тоже снять. Воздухозаборный патрубок. Так что сейчас берем инструмент, берем ВДХу и работаем. Надо тосол сливать. Да.
Открутил клапан для слива антифриза и сливаем. Антифриз чистый, это радует. У нас, кстати, желтый он, Юр. Желтый? Да. Возможно, это все-таки G12. Ну мы можем, поменять. У нас же, знаю меня, я же денег не дал ему. Но мне казалось зелененький. Ну вот, кстати, он желтый, по-моему. Ну вот, антифриз слился. Ну, цвет желтый. Юра говорит, что он зеленый. Но зеленый вот там, а желтый здесь. Я не знаю, друзья. Пишите, желтый он, блин, или зеленый. Главное, чтобы Юра красный с зеленым не путал. А это не страшно. Так, ну что, сняли патрубок. Сейчас будем дальше разбирать всю эту конструкцию. Шланг вот здесь дубовый у нас и болтается, представляете? Но антифриз не плыл, что, прям странно. Ты думаешь, вот так открутится? Ну это же Volvo, ребят. Это китайский хомут. Это если был оригинальный хомутик, да. Да, давай лучше этим, а то я сломаю что-нибудь. Отвертку. Кстати, сразу же огромная благодарность нашему зрителю, подписчику и другу Виктору из Германии, который нам подарил вот набор отверток, всякого инструмента. Очень приятно, и мы вот пользуемся, и помогает. Так что Виктору огромный привет. Из Беларуси, холодный и морозный уже. Я был у Виктора в гостях, очень понравилось, и огромное спасибо за теплый прием. Освобождаем компрессор, как говорится. Заодно поменяем вот эти все патрубки, потому что они, видите, уже старенькие. Так что не делается, то к лучшему. Мы немножко побаиваемся сюда нырять, конечно. Но, тем не менее, можно посмотреть вот турбину состояние. То есть, болтаночки, шатки, ничего нету, слава богу. Все хорошо. Потихоньку разберемся, но нас ждет еще впереди вот этот страшный, страшный очень шланг на компрессор. Ой-ой-ой. Вот. А где наш шприц? ВДшки у нас нету, поэтому пользуемся вот шприцом. Мы не ноем и не намекаем. Она есть. Но она в кабине. Вот только помазали, и все, и пошло. Вот кажется, элементарная вещь, и все начало крутиться. Погрели трубку. Делайте ваши ставки. Нифига, да? Нифига? Трубка гнет. О! Ага. Просто когда я буду с Москвы тебе звонить и говорить, что воздух пропал, ты будешь говорить. Это говорю, трубку поменяй, да? Конечно, надо поменять ее. Лучше менять здесь на базе, чем менять на трассе. Держи. Я понимаю, что у нас подписчики повсюду, блин. Все равно это такое себе. Ну-ка. Есть. Идет или что это происходит? Трубка, да? Так, греем все-таки гайку. Не получается открутить ее, отвели змеевик, но вот надо здесь повозиться. Не хочет откручиваться. Только после того, как погрел, смог открутить гайку. А так ни в какую. Открутить-то я ее открутил, но как ее вынуть? Бляха, это прям какой-то здесь будет у нас квест. Ну вот, то, о чем я говорил, вот здесь вот я за это состояние очень сильно переживаю.
Так, ну, змеек вот так отвели. Сейчас нужно снимать компрессор. Вот этот штуцерок открутим и будем раскручивать 4 болта компрессора. Почему меняем термостат? Потому что больше 60 градусов температура не поднималась. Либо обманывает датчик, либо все-таки проблема с термостатом. Поэтому вот приходится таким способом выяснять. Легендарная шестерня Ромы Шитова. Роме, привет. Так, ну компрессор сняли. Вот 4 болта. Раз, два, три, 4. Здесь шестереночка. Ну а сейчас откручиваем вот этот корпус. Тоже вот с этой трубкой нужно повеселиться, я так понимаю. Сейчас будем разбирать дальше. Друзья, вопрос к знатокам. Что перекрывает этот термостат, если он дырявый насквозь? А, Юра? И там в блоке нету. Я думал изначально, что он вот этим отверстием заходит куда-то в блок и перекрывает. Но в блоке просто дырка. Отверстие. Отверстие, да. Просто отверстие. И здесь просто отверстие. Да как это работает, я не понимаю. Там тоже он ничего не перекрывает. То есть он ходит чисто внутри, вот этот чопик сдвигается. Или что здесь? Ну смотри, Вообще здесь дичь резинки какая-то. уже убитые у нас. Интересно, какой он фирмы здесь стоит. Да вынимай ты смелее, что ты боишься. Ну, ё-моё, тяни его оттуда. Ага. Вон он уже шевелится. Там, может, в ответной части есть что-то. А, так вот он ходит корпусом этим и перекрывает между этим и этим воду. Ага. Вот его рабочая поверхность. Ну, он стоит оригинал, смотри, Volvo. Ни разу не менялся. Так здесь все мы откручиваем, здесь вот все болтики, все Ребята, вот смотрите. вот такое идеальное. Здесь Volvo, Да. а здесь Vernet. Вернет. By Vernet. Вернет. А на нашем написано Vernet. Или не вернет. На нашем вот Вот. написано Volvo сделано в Швеции. Не, а вот здесь, смотри, такое же. Вернет Франц. Да, Вернет Франц. Хм. Типа близкий к оригиналу. Термостат. Вот он где ходит. Да, скорее всего, внешним корпусом А, он подожди, ходит а резинка? и перекрывает между этим и этим. Вот, между Резинка. двумя. Не знаю, все, отстань. Всё. Сложная схема. Я... Немножко было ржавое. Пришлось растворителем помыть. Стоит вот такое колечко. Сейчас немножко намажу герметика. Легонечко. Вставлю его вот сюда. И будем ставить термостат обратно. Установили на место термостат, корпус термостата. Закрутили этот болт, этот, 3 болта. Ну и все. Посмотрел, как-то ненадежно было это соединение. При легком нажатии здесь пузырьки были. Поэтому решил достать, почистить и посадить на герметик. Пойдем проверим антифриз. Вот 10 градусов. Минус 10. Теперь проверим новый.
Минус 30. Хотя производитель заявляет 35. Так, друзья, чуть не чуть мы открутили фильтр на антифриз. В Вольве стоит система, которая очищает антифриз. Очень крутая система. И антифриз всегда чистенький. Но фильтр чуть не чуть мы просто ужасно. В два ремня с Юрой откручивали. Ну, этот фильтр нам достался от предыдущего владельца, который, видимо, все-таки мечтал его поменять, но так и не Он поменял. просто не смог открутить. Либо не смог открутить, но нам удалось и ставим новый. Надо, может, маслом резинку смазать? Конечно. Давай не маслом, а литольчиком. Давай. Наверное, это правильно. Ну, нормально оно размажется. Вот поэтому потом и невозможно их открутить. Пока Юра устанавливает компрессор, мне еще нужно будет заняться тем, чтобы снять тент с краза, потому что скоро снега, и не хочется, чтобы они еще больше просаживали этот тент. А еще нам нужно будет ехать забирать один интересный проект. Это еще одна крутейшая единица техники в наш автопарк. Но об этом чуть позже и в следующих сериях. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Юра слился, сказал, что не будет сам ставить компрессор. Говорит, это ответственнейшая работа, поэтому чуть попозже снимем тент. Евроводителя включил. Да. ТикТок буду смотреть. И ключи подавать, да? Нет. Я в чистой одежде. Жена убьет, если вынесу. Я устраивался на работу водителем. Да, они эти. Блин, надо болт. Хотя бы один. А верхний, нижний, средний. Нижние какие-нибудь. Все, водителя выключил, включил директора. Делай быстрее, да? Делай быстрей! Ну, что ты не делаешь? В рейс треба ехать. К сожалению, уже темнеет, но мы по-прежнему еще собираем. Чуть-чуть, потихоньку. Ставим трубку старую обратно, сняли размеры, Юра сделает шланг. Она целая у нас, но, конечно же, лучше было ее сразу поменять, но у нас, к сожалению, такой возможности нету здесь, в нашем городе. Поэтому будем собирать так. Вот, ну и, собственно, скоро уже финишная прямая, и можно будет заливать антифриз. Юра, нравится ремонтировать Вольву? Ты в режиме водителя или в режиме директора пока что? Сейчас, на данный момент, мне нравится, потому что это очень важное дело мы сделали. Не знаю, поможет это или нет, но приложили усилия. Поможет, конечно, поможет. Еще нам нужно собрать охладитель, поставить, прикрутить туда трубку. В общем, работы еще хватает, но, к сожалению, уже темнеет. Друзья, товарищи, мы уже собираемся. Стемнело, завтра мы продолжим заниматься. Чуть не успели, к сожалению. Нужно вот этот, кстати, Юру убрать, эту фигню. То наберется снега. Завтра, возможно, будет снег, это не точно. Но мы также здесь немножко поработали с кразом. Ну, снимать возможности нету, сами понимаете, день короткий очень. Ну, тент снял. Вот он внизу, сейчас занесем его вовнутрь. И Кразюка у нас теперь лысый. И он скоро поедет за новым проектом, надеюсь. Вот та трубка, которая у Юры сгнила, которую меняли. Нам помогали там друзья-подписчики. Ну, а мы продолжаем работу. Вот это, вода где она. Да разницы нету, она вся, видишь, очень страшная. Чуть-чуть нам осталось поставить воздухан. И вот последние шланги одеваем здесь. Шланги ставим новые. Ну, как новые. Хорошие. Другие, да. Но все собрали здесь, в принципе, не проблема. Крас теперь смотрится очень лысо. Вообще, прям непривычно. С тентом он, конечно, гораздо-гораздо красивее. Вот, так что продолжаем нашу работу. Пойдемте покажу вам АТС. Вот он, наш красавец АТС. Я его отмыл. Эта работенка, прям честно вам признаюсь, очень сложная, потому что вот грязь на все торсионы вот так вот прям наматывается, и невозможно выдрать. То есть бьешь керхером, потом ломиком.
Эта работа занимает полдня минимум. Каждое колесо нужно отдраить. Да, снаружи его помыть легко, а вот именно эти нюансы все, повымыть все вот отсюда, всю траву, это прям тяжело. Вот даже кое-где и пооставалось еще. Загнал его тоже на доски, чтобы он не вмерзал в землю. И, вы знаете, эффективная тема, потому что если бы я их не убрал, здесь бы просто, ну, на нем уже не было возможности выехать. Вот, но так все отлично. Еще нужно доустановить брызговик. У нас порядочно накопилось дел здесь внутри. Будем этим потихоньку заниматься. Шишига у нас стоит на аварийном вибраторе. У нее тоже где-то убегает жидкость из гидроусилителя. Нужно смотреть. Нюансов хватает. Поэтому потихоньку будем хвостики эти подтягивать. Ну, а вы не переключайтесь. Дальше будет тоже интересно. Ну, у нас финишный этап по Вольве. Заливаем антифриз. G12, желтый цвет. Юра теперь сможет ехать в Магадан. Смело, да? Хотя там минус 50. Ну, потихоньку сейчас зальем. 40 литров планируем заливать. А я еще хочу сейчас померить плотность антифриза в Зиломане. О, даже под 40. Минус 40 держит. Отлично. Зиломан у нас уже стоит полгода. Надо бы, конечно, его оживить. Стоит, скучает. Ух, 8, да? В общем, накосячили, друзья. Спешка нужна только при ловле блох. Не зажали основной патрубок. Вот представляете, что значит? Вчера так домой уже хотелось. Да и темно было, ты уже не видел, что здесь делать. Но не потекло ничего, но чуть-чуть это прям потекло. Косяк. Чуть-чуть начало подкапывать. Да? Мы просто могли вот так закрыть кабину. И поехать. И поехать испытывать, и его бы сорвало и выгнало весь тосол. Это вообще капец, блин. У Юры чуйка была какая-то, что давай вот запустим мотор, но не опуская кабину. Вот он чувствовал косяк. Юр, он красный. Хорош. Что это за фигня, а? Где? Это уже, друзья, безумие, поскольку когда Юра брал шприцом, он был зеленый. Когда мы слили его в тазик, он был желтым. А когда залили в канистры, он стал красным. Какой нам антифриз заливать? Что за дичь, блин? Ну это уже вообще непонятно. Как с этим бороться, Юра? Я тебе говорил, что не все светофоры вверху красные. Все красные. Ну вот, посмотри, вон тот какого цвета? Розовый? Розовый Вимана. Да. А это что-то среднее. В общем, какая-то желтого с красным получилось зеленый. Хочу я чуть-чуть заняться Магирусом в продолжении этого сегодняшнего нашего видео. И мне стало интересно, запустится ли он в мороз. Как он запустится в мороз. Сегодня у нас в районе минус 5, может минус 3 там. Ну вот, ну небольшой мороз. Но уже холодно чувствуется, что так промерзаешь. Поэтому сейчас подкачаем ему топливо. Стоит он уже достаточно давно. Лучше подкачаем и попробуем запустить просто на ключ. Что из этого выйдет. Я не знаю, есть ли здесь свечи накала какие или вообще система зимнего запуска. Но очень интересно, как он поведет себя. Что-то не хочет. Холодно ему. Мамёрсь. Ну странно, я думал он запустится, если честно. Так, мотор стартен, пробуем. Заведется, давай.
ситуация с быстрым стартом, но четкость в запуске есть. То есть компрессия чувствуется. Ну что ж, запуск удачный. Чуть-чуть прогрели его, теперь пусть стоит. Ну а следующий этап — это резина. Нужно поменять на нем резину. Я не хочу, чтобы он выглядел и стоял такой вот страшненький, поэтому хочется достать уже скорее ураловскую резину и закинуть на Магируса. Бросай. Нормально. Блин, ну сила у них страшная. Чуть калитку не отломали. Самое безопасное, кстати, колесо. Здесь внутри у нас лежит гидронасос для лебедки и привод насоса. Вот такая конструкция, достаточно сложная. И клямчик тоже на привод. Вот. И гидробак тоже, но он достаточно большой. Не знаю пока еще тут. Будем думать. Ну и два колпака оригинальных Магирус. Вот этот немножко помятый, этот хорошенький. Оригиналы. Друзья, у нас большой косяк. Колеса не такие. С одним колесом Леша ошибся, то ли случайно там положили не такое колесо. Вот это не такое колесо. Блин. В общем, но мы завтра приедем, поставим 3 хотя бы, и уже будет понимание, как это все будет выглядеть. Выезжаем, у Юры здесь порядочек, все аккуратненько, красиво. Прям, ну, приятно в машину зайти. Так что, Юрий, лайк. Но печка у нас дует холодным, к сожалению. И что с этим делать, пока непонятно. Ну, может, сейчас продуется, ну, как бы продавит его. Ну, во всяком случае, на это надежда. Как обычно. А как сверчок наш пропал? Слышишь, как эти летят? Не, я ж его гонял, сверчка. Так он мне, короче, вообще дурил голову после моей гонки. Но иногда исчезает. Ну, сейчас нету. Наверное, он в гараже остался. Печка уже начала дуть теплым. И, вы знаете, температура тоже уже, вот Юра говорит, никогда так не поднималась. Ну да, он даже лезет к 80 уже. То есть, возможно, все-таки термостат делает свое дело. Да, смотри, да, под 80 уже. Наверное, сейчас будешь кипеть. Кипель стучал. Не, ну, я вам честно скажу, друзья, вот эта машина, это, наверное, очень, ну, классное создание инженеров. То есть ты едешь, мотор особо не слышно, поливай себе. Ну, вообще у нас классно. не работал термостат. Да, он она сразу 80 нагрелась, все. Печечка, ё-моё, я даже уже шапку могу снять, вообще тепло уже в салончике. Я все-таки не удержался и попросился у Юры за руль, но он меня пустил, все нормально. Но нравится. Я представляю, как классно работать, когда у тебя новая машина, и ты просто, блин, ну, едешь куда-то далеко, это круто. И на автомате. Да. Не, ну автомат это уже полбеды. Вот важно, чтобы эта машина была надежная, и ты был в ней уверен прям на 100%. Тогда вообще классно. Я ухожу на выходные. Вам тоже хорошего сегодняшнего дня. Ну и увидимся в понедельник. Утро начинается не с кофе, а с печки. На улице минус 9, очень холодно, поэтому печечка, атмосфера Custom Truck, зимний режим, включаем. Не переживаем, я не замерзну, не подумайте. Все нормально, и сегодня мы продолжаем заниматься нашими проектами. После небольшого ремонта Volvo Юра отправился в рейс. Ну а я же хочу переобуть колеса, которые у нас стоят подготовленные для Магируса. К сожалению, их только 3, но надеюсь, скоро будет 4-е. И потом мы уже переобуем и 4-е. Так что у нас есть возможность переобуть 2 передних и 1 заднее. Не теряем время, работы кусок огромнейший. Приступаем. Начинаем с того, что выденкратим это все дело. У нас явно жестко заблокирован дифференциал межосевой. Не зря лампочка горит на панели. И когда я начал донкратить, то колесо начало вращаться. Сами видели. Надо разбираться. Наверняка здесь постоянно заблокирован у нас дифференциал. Ну, посмотрим. Конечно же, разберемся с этим.
Еще одна проблема, которая нас поджидала, это гайки, которые мы не сможем установить. У них слишком маленький диаметр для того, чтобы зажать советское колесо. Поэтому надо сейчас что-то будет думать. Но я искренне надеюсь, что советская гайка сюда подходит, потому что на Прагу она подходит. Вот, я думаю, сюда тоже должна подойти. Это колесо должно свободно вращаться сейчас, если бы был разблокирован дифференциал. Дифференциал заблокирован. Вот это ракета. Здесь, кстати, тоже у нас проблема будет с этим подкрылком. Сегодня нам везет, и советские гайки подходят идеально сюда, то есть вообще без вопросов. У меня их, к сожалению, нет много, но я думаю, хотя бы по 2, по 3 мы найдем. Снял колесо и начал крутить. Вот здесь вращается наша полуось. Начал разбираться, что за дичь. Вот в таком положении это правильная работа дифференциала в раздатке. Вот у нас полный привод, но через дифференциал в раздатке. И потом, когда я залез вовнутрь, я понял, что вот этот цилиндр, он должен быть вжатым. Вот тогда у нас дифференциал работает. А когда он выдвинут, а у нас он был выдвинут, когда я снимал водительское колесо, то дифференциал залочен. Поэтому у нас явно что-то перепутано на раздатке. И домой мы возвращались с заблокированным дифференциалом и с полным постоянным приводом. Поэтому расход чуть хуже, тяга, чуть меньше скорость. В общем, с этим нужно будет нам обязательно разобраться, потому что это не есть хорошо. Колеса ураловские очень массивные, тяжелые, и обращаться с ними такое себе занятие. И в целом, конечно, есть нюансики по установке этих колес, везде все цепляется, но внешний вид очень-очень бомбический. Сейчас покажу, поставим это колесико, и вы поймете, о чем я говорю. Третье колесо установлено, и вы сами видите, какой вид приобрел Магирус. Он стал выше, значительно массивней такой, мужественнее, как будто цыпленок превратился в какого-то боевого петуха, знаете, которые там дерутся. Он прям стал такой дерзкий. Ну, красавец, блин. С этой стороны, конечно, не очень. И вот то колесо, которое как раз-таки нам не подходит. Вот, оно болтовое, а нам нужно наоборот, чтобы оно было именно на кольцах, потому что только такое колесо становится на заднюю ступицу. Ну, а с этой стороны вы сами видите результат. Это совсем другая машина. Здесь у нас возникнет проблема со ступенькой тоже, потому что если поднимать кабину, ступенька будет упираться в колесо. Поэтому, наверное, нужно будет ее вот так вот сделать, поменьше обрезать, и я думаю, будет нормально. Ну, залазить, да, высоковато будет. Снизу можно будет придумать еще цепочку. Вот такая тема. Ну, а так, конечно, совсем-совсем другая машина. К сожалению, я не могу полностью поставить резину, потому что нет колеса. Но как только колесо придет, мы, конечно же, его поставим. И попробуем чуть-чуть испытать эту машину, посмотреть, как она будет вести себя на
поворотах, на переломах. Вот это мне очень важно тоже узнать. Здесь еще достаточно много нюансов, которые нужно потихоньку устранять, но этим мы уже займемся в следующих сериях. Поэтому огромное вам спасибо за поддержку на Бусти. Спасибо, что не забываете поставить лайк к нашему видео. Ну и, конечно же, желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ, друзья, и всего наилучшего. Всем пока.